ГАЗ-20 – это победа. ГАЗ-21 – первая «Волга». ГАЗ-22 – «Волга Универсал». ГАЗ-24 – новая «Волга» 1968 года. А вот индекс между ними долгое время отсутствовал и в справочниках, и в заводской документации, как будто его вообще не существовало. И только в 1994 году журналист Лев Шугуров первым сообщил, что ГАЗ-23 – это секретная «Волга» с мотором от «Чайки». На первый взгляд обычная «Волга». Разницу не должен был заметить даже профессионал. Капот, решетка, колеса стандартные. Случайный прохожий, который заглянет в салон, увидит обычный спидометр на 140 км в час, селектор автомата и две педали. Необычно, конечно, но ничего инопланетного. И только тот, кто осмелится заглянуть под задний бампер, обнаружит, что два выпускных тракта, левый и правый, сходятся в одну выхлопную трубу. Правда, в этот момент к этому человеку уже, скорее всего, подойдут сотрудники в штатском и предложат проехать куда надо, потому что ГАЗ-23 поступал на службу исключительно в Комитет госбезопасности и просто так на дорогах не появлялся. Специальную «Волгу» создали в 1959 году по особому заказу для слежки, погонь и сопровождения кортежей. Как раз тогда появилась первая «Чайка», и ее мотор решили установить на «Волгу». Двигатель V8 объемом 5,5 литров развивал 195 лошадиных сил, но никак не желал помещаться в отсек стандартного кузова. Вот так просто взять и открыть капот этого автомобиля можно было только на режимной автобазе. А на задание ГАЗ-23 часто выезжал с дополнительным замком. Это был тросик, который проходил от замка через клюв капота, через его арматуру сквозь моторный щит в салон. Он притягивал капот, и в салоне на него вешали висячий замок, чтобы ничто в буквальном смысле не могло раскрыть секрет этого автомобиля. «Волгу» изначально разрабатывали под двигатели V6, поэтому в моторном отсеке здесь, в принципе, есть хоть какой-то простор. И все равно двигатель от «Чайки» пришлось дорабатывать. У него изменили форму картера, а корпус рулевого вала пришлось сплющить. Только так этот двигатель поместился сюда. И все равно он стоит с наклоном на 2 градуса вправо, чтобы не задевать элементы кузова и подвески. Радиатор сдвинули на 15 сантиметров вперед, и каждая 23-я отличается от 21-й вот такой высокой маской. «Волга» с новым мотором стала на 290 килограммов тяжелее и весила почти 2 тонны. Из них лишние 200 килограммов приходились на переднюю ось, поэтому в подвеску поставили более жесткие пружины и усиленные рессоры. Двигатель выдавал максимальную мощность на отметке 4400 оборотов в минуту, вместо 4000 у базовой четверки. Крутящий момент вырос в 2,5 раза – 402 ньютон-метра. Объем топливного бака пришлось увеличить с 60 до 80 литров. Стандартную механическую коробку мотор от «Чайки» практически сразу превращал в металлический фарш. Поэтому на 23-е всегда ставили только автомат. Селектор и набор режимов остались стандартными, а единственное отличие, которое мог заметить водитель со своего места, это раздельные тумблеры управления светотехникой. Но на ходу это, конечно, был совершенно другой автомобиль. Нет, это уже не Волга, это какая-то другая река. Это дикая, бурная Амазонка. 195 чайковских лошадей заставляют меня улыбаться каждую секунду в этом автомобиле. Обычная Волга разгоняется до 100 км в час за 35 секунд, а ГАЗ-23 делает это за 17. По современным меркам это не такие уж выдающиеся показатели, но настоящая суперспособность этой машины
это эластичность, это ускорение с какой-то устоявшейся средней скоростью. Под педалью всегда есть запас, всегда есть эти 400 ньютон-метров, и она всегда готова унести тебя вперед. Это действительно увлекательная машина именно для водителя. И особенно интересно, что здесь свою лепту вносит автомат. У обычной «Волги» трехступенчатая механическая коробка передач. Здесь трехступенчатый автомат. Но на самом деле это двухступенчатый автомат, потому что первая передача, пониженная, она включается только принудительно. И вторая здесь настолько короткая, что она необходима только, чтобы тронуться и в самом начале разгона. А потом всю дорогу «Волга» с автоматом едет на третьей передаче. И с таким двигателем это означает постоянную езду на прямой передаче. То есть у тебя постоянно под педалью есть запас и постоянно есть ощущение того, что машина откликается очень живо на твои движения акселератором. Это действительно увлекательный автомобиль, и я с трудом представляю себе, как люди, которые ездили на нем по долгу службы, могли делать это с каменным выражением лица. Но если в моей улыбке вам заметны признаки сумасшествия, то это неспроста. ГАЗ-23 способен разгоняться до 170 км в час, но рулевое управление и тормоза здесь остались практически серийными. И шины на ГАЗ-23 тоже ставили от стандартной «Волги». И хотя барабаны здесь сделаны из более прочного чугуна и тормозная жидкость заменена, но сами барабанные механизмы здесь такие же, как на обычной «Волге», а усилителя как не было, так и нет. А управляемость сочетает в себе практически несовместимые черты. С одной стороны, это автомобиль с развесовкой, как у переднеприводной машины. Из-за тяжелого двигателя здесь 55% массы приходится на передние колеса. Но с другой стороны, разгруженная корма и обилие крутящего момента заставляют «Волгу» мести хвостом при каждом добавлении газа, особенно на скользкой дороге. И вот здесь-то особенно помогает тот прозрачный, достаточно чуткий руль, которым обладает и обычная 21-я «Волга». В служебном руководстве по эксплуатации завод советовал класть в багажник 120 килограммов балласта, чтобы догрузить заднюю ось. Часто эту роль выполняло оборудование спецсвязи, но в остальных случаях секретная «Волга» возила сзади секретные крышки водопроводных люков или секретные бордюрные камни. В таком состоянии полная масса превышала 2200 килограммов, но «Чайка» весила еще больше, поэтому мотор просто не замечал разницы. 23-ю «Волгу» называли догонялкой, но на самом деле она не просто догонялка, она обгонялка, потому что она могла не просто догнать, но и с легкостью обогнать любой отечественный автомобиль и многие иномарки своего времени. И, наверное, «Волга» с таким мотором — это и есть «Волга», которая была задумана тогда, когда в начале проектирования на нее планировали устанавливать моторы V6 и V8, и вот тогда она была бы на уровне зарубежных конкурентов своего времени. В Америке машины с таким зарядом назывались muscle-кары, но «Волга» — это не muscle-кар, это настоящий динокар, архаичный, безумный, дикий автомобиль. Двигатель здесь стоит вплотную к кузову и к рулевой колонке, поэтому на высоких оборотах, а это, в принципе, любые обороты, он начинает колотиться об кузов и об рулевую колонку. А плавности хода здесь можно просто забыть. Здесь вместо телескопических амортизаторов, которые ставили на обычные «Волги» третьей серии, стоят рычажные амортизаторы. И вся вот эта дополнительная масса, весь тот балласт, который нужно возить в кузове, все это дрожит и трясется на любых неровностях. ГАЗ-23 выпускали с 62 до 70 года и всего сделали порядка 600 штук. Но из них сохранилось лишь около 20 оригинальных экземпляров. Реплики мы в расчет не берем. Начиная с середины 90-х рыночная ценность догонялки удваивается чуть ли не каждый год. И сейчас такие машины стоят свыше 10 миллионов рублей, оставаясь самыми желанными экземплярами в коллекции большинства поклонников «Волги».